Итак, друзья, переходим к тенденциям. Это уже последний слайд, который, в общем-то, в принципе, показывает нам общую динамику или тенденции длиной 12 месяцев, которые мы наблюдали. Период сравнения, конечно же, январь 2025 года. На примере класс социальное жилье видим 1035 долларов. И в январе 2026 года это 1061 доллар за квадратный метр, что показало нам динамику роста за год, четвертый год войны, друзья, 2,51%. При этом, друзья, мы делаем это немного рекламной паузы для крупных украинских системных банков, также для иностранных банков, которые работают на территории Украины. Делаем индекс. Если вы вот посмотрите здесь, индекс стоимости жилой недвижимости положительная единичка, запятая 0,25. Расскажу, что такое индекс недвижимости. Индекс недвижимости – это макроэкономический показатель, который характеризует изменение стоимости квадратного метра во времени. И вот он считается очень просто, если у вас есть статистические данные, показаны на примере социального жилья. 1061 делим на 1035, получаем рост в годовом измерении плюс 2,51%, или же положительный индекс единичка, запятая 0,25. Друзья, я знаю, что меня смотрят люди, фокус-группа, это которые работают в финансовых учреждениях, группа риск-менеджмента или же управление по рискам. Данные специалисты по крупицам собирают вот подобную информацию. Они очень хорошо знают, как меняется стоимость денег во времени, а я лучше, чем кто-либо в Украине, знаю, как меняется стоимость недвижимости во времени. И на примере данного графика вам это демонстрирую. Поэтому, друзья, синергия вот этих наших знаний поможет и вам развивать успешно ваш бизнес. Ну и, конечно же, нам развиваться, это мне заниматься наукой, компания Rim Consulting дальше тоже, так сказать, развиваться. Поэтому здесь все вроде бы как понятно. Для того, чтобы меня найти, можете в описании данного канала найти мой Viber телефончик, можем созвониться, можем списаться, составим техническое задание, и вы будете получать по всем сегментам рынка недвижимости подробную информацию о процессах с цифрами, с картами, которые происходят, с недвижимостью, под которую ваше финансовое учреждение выдало какие-то финансовые средства. Итак, друзья, видим, что, еще раз, это была реклама, рост 2,5% за, так сказать, 12 месяцев. Ну и что, друзья, переходим к прогнозам. Как я и обещал. Ну что могу сказать, друзья, вам по поводу прогнозов? Я уже вам говорил, что с января месяца мы будем видеть снижение по 1%. Я предполагаю, что это так будет. Но январь месяц показал снижение всего лишь на 0,20%. Но я остаюсь убежденным человеком, который, анализируя и используя в своих прогнозах метод многофакторного анализа, совершенно четко понимает, что если экономика находится в состоянии, в том, в котором она находится, как говорили, пациент скорее мертв, чем живой, то ну о чем говорить о рынок недвижимости, с какого перепугу он дорожает. Поэтому я предполагаю, что все-таки ну, минус 2%, наверное, мы увидим снижение стоимости квадратного метра, сравнивая март месяц 2026 года с мартом месяцем 2025 года. Друзья, ну, в общем-то, посмотрим, время же пройдет быстро, посмотрим, что произойдет на самом деле. Итак, пришло время прощаться. Для того, чтобы вы знали, что происходит с рынком недвижимости в Украине, вам необходимо что сделать? Правильно, подписаться на мой канал. Вы также можете писать мне там вопросы какие-то, я отвечу с удовольствием адекватным людям.
А еще, друзья, вы должны помнить, что я ваш скромный слуга и компания Олимп Консалтинг готовим для вас ежемесячные обзоры рынка недвижимости, которые, я уверен, станут для вас компасом, ну или как минимум путеводной картой в каменных джунглях рынка недвижимости Украины. Друзья, до встречи в следующих моих видеороликах.